Криптоэнтузиасты, приветствую вас! Итак, максимальные иксы вам в хату, максимально позитивный день вам в хату. Ну что, я думаю, что никак не может отступить холод, не может раскачаться весна. Где то тепло, непонятно. Но может оно придет в апреле, и также мы увидим, конечно же, раскачку криптовалют в апреле, потому как по временному интервалу, в принципе, у нас уже все поджимается. И мы должны увидеть результат, считаю я, где-то к середине июня на портфеле по поводу альтсезона и снижением доминации. Потому как если мы не увидим этих результатов, то остается только ожидать, что еще на этом рынке. 520 дней после халвина битка, которые произойдут у нас в сентябре. Итак, ну что, биток 0.8, опять мурыжат. Ну что, нужно бахнуть кофейка. Опять же шмурыжать. XRP-шка минус 2.7, эфириум минус 1.3. Итак, подписчик, если ты смотришь, который стоит в лонге на огромную котлету, я тебя поддерживаю. Я думаю, что все получится. Вчера мы с ним там в личке пообщались. Залетел человек в лонг, не соблюдает риск money management. И в принципе что? И очень плохо. Очень плохо. Вот что. Так что такие вот, друзья, дела. По поводу эфириума. Никаких движений у нас нету. И, как говорится, у нас понедельник был рост. Как быстро пролетела эта неделька, я в понедельник говорил, дай бог, чтобы у нас понедельник был зеленый и дальше тоже рынок зеленый был. Но мы этого не увидели. Понедельник рост, всю неделю мурыжение. Дальше, на дневке что у нас? Все опять коррекция, монетка какая-то вал, CRO 10%, SUI 3%, форм P. SUI неплохо идет, 2.82. Я думаю, что с какими-то проторговочками здесь тренд будет меняться. Индекс страхожадности на отметочке страх 44. Отрисовываем такой вот V-образный разворот. Что у нас здесь по страху? Максимальное количество страха. Буквально с 3 февраля рынок в страхе. 2 месяца. 2 месяца в страхе, это уже четко. Вот это вот нормальный страх, то, что надо. На таком вот страхе мы можем увидеть разворот рынка. Да, конечно же, многие говорят, что у нас на жадности рынок развернулся в декабре. Ну, понятно, что развернулся, но только в рамках коррекции. Считаю, что в рамках коррекции. Альтсезона еще не было того глобального, его нету на индикаторе альтсезона. Вот что. И нам его нужно дождаться. Это самое такое знаменательное событие на крипторынке, которое нам нужно дождаться. Что по поводу самого биткоина? И здесь у нас в принципе что? Давайте-ка мы посмотрим. Биток. У нас здесь есть клин вырисовывается. Вот такой вот. Давайте-ка мы посмотрим на дневке. Я в принципе предполагаю, что мы, по всей видимости, можем, конечно же, расти даже с текущих. Так, это вот у нас самый позитивный сценарий. То, что мы уходим сюда вот в блок 130-140 тысяч долларов. И там мы увидим, конечно же, альтсезон. Индикатор хэш-рибан нам показывает то, что сигнал есть на покупку. Буквально после халвинга на дневке было 3 сигнала на покупку. Давайте на недельке посмотрим, что у нас тут творится. На недельке у нас аналогичная ситуация, только здесь было 2 сигнала на покупку. Данный индикатор нужно рассматривать на очень крупных таймфреймах. Это месяц, неделя. Все остальное там просто не работает. Вот у нас на недельке сигнал был на покупку в июле, вот здесь вот на проливе. Вот как раз на вот этом вот проливе. И вот сейчас тоже у нас есть сигнал. На этой неделе он засветился. Вот если мы вот так вот посмотрим. Вот на вот этой вот неделе он дал сигнал. То, что нужно покупать.
нужно покупать. И в принципе можно предположить, что через несколько недель мы сможем увидеть здесь движение. Данный сигнал в основном дает сигнал только на покупку. Он не дает на продажу. Вот мы видим покупай, да, август 23 года. Вот у нас пролив, капитуляция здесь происходит, покупай. Дно медвежьего рынка, покупай. Даже вот здесь вот на проливе в сентябре не было сигнала. А он дал только сигнал вот здесь вот, когда у нас уже скоманула биржа FTX. Также на китайском запрете был сигнал. И вот здесь вот перед вот этим вот движением, булраном. Вот это вот движение шикарное было. Такое ощущение, что вот это вот все движение в 2021 году, это было загон хомяков, таких как мы с вами. Прикормка. Мы увидели здесь альтсезон по истории, и сейчас тоже думаем то, что будет сильнейший и мощнейший альтсезон. Он может быть, если биток уйдет у нас вот в диапазон 130 тысяч долларов. И альта пойдет за битком. Такой вот будет самый позитивный сценарий. Самый негативный сценарий это то, что у нас после отскока дохлой кошки мы уходим без альтсезона на медвежку. Все. По временному интервалу у нас в принципе вот 22 сентября. Если мы дожидаемся 22 сентября, ничего не видим, можно хоронить этот рынок. Можно хоронить этот рынок и сказать, что goodbye, Америка. Вот так вот. В принципе, что касательно на дневке, я предполагаю, что мы можем увидеть движение с текущих. Вот у нас зеленая линия, боковой флэт. Вот мы можем увидеть с текущих пробитие 90к. Здесь у нас закреп. И также не исключаю, что мы можем сквизануть вот этот вот блок. 78 тысяч долларов. Ну, где-то там на 79-80 можем, конечно же, сюда сходить. Вот. Так что вот такие вот, друзья, у нас дела. Также мы можем увидеть то, что у нас здесь есть крупные объемы в диапазоне 84 тысячи долларов. И мы можем их, конечно же, отретестить. Вот такой вот можем сделать сквиз на 84 и потом туда вверх разворот. Вот такие вот у нас, дружалики, дела. Вот такие вот у нас тут дела творятся. Сейчас у нас здесь крупные объемы. Видно хорошо все. Проторговывают. Также давайте-ка мы закинем еще вот такие вот объемы. Посмотрим. Вот с декабря, буквально с декабря месяца. Что у нас по вот этим вот объемам. Здесь большое количество есть объемов на продажу. Мы видим то, что блок 94-95 это будет сильнейший блок сопротивления. Вот. И здесь как раз я был нарисовал вот эту вот коррекцию, которая у нас здесь может тоже произойти. Вот так вот. Нам нужно здесь в принципе пробить 90к. Здесь проторговаться, закрепиться, проторговать вот эти вот объемы на продажу, которые были, и улететь сюда вот выше. Большие количество объемов есть на покупку на самой вершине по 105к. Вот, по 105к тысяч долларов здесь вот огромные объемы на покупку. Может быть такое, что здесь кит набрал объемы и стал глобально в шорт. В принципе, вот так вот. Вот такие вот, друзья, дела. Отмена бычьего сценария, это если мы пробиваем 70 тысяч долларов. Вот это вот мы пробиваем 70 тысяч долларов. Отмена бычьего сценария, мы уходим на медвежку с вами. Вот этот вот интересный блок. Если мы его пробьем, то это будет самый негативный сценарий. И тогда только ожидаем уже отскок дохлой кошки в диапазон 90к и погружаемся на медвежку. Все. Иного здесь не дано. Радует то, что у нас здесь формируется такой вот клин нисходящий. Это мы можем немножко почистить. Все это дело. Вот так вот. У нас здесь формируется нисходящий клин. И может быть такое, что мы все-таки с вами будем пробиваться вверх. Так, здесь мы тоже это все почистим. Вот так вот. Все это выглядит. Будем наблюдать.
Посмотрим, как у нас закроется март и как у нас откроется апрель. Что касательно доминации биткоина. Давайте-ка мы посмотрим доминацию биткоина. Что касательно доминации биткоина, здесь в принципе у нас индикатор Hayes-Ribbon, он не применяется, но можно, допустим, прикинуть так, что у нас здесь происходит капитуляция. Даже вот у нас засветилась здесь капитуляция. Вот. А индикатор, когда засвечивается на buy, то по всей видимости у нас должна произойти коррекция. Но его нужно на недельке посмотреть. Вот так вот неделька. Вот, неделька. И мы видим то, что у нас коррекция здесь произошла в июле 2024 года. Есть сигнал на покупку. Это означает то, что мы будем расти. Вот мы растем. Также сигнал на покупку. Коррекция произошла. Растем. Также мы видим то, что у нас, смотрите, получается сигнал на покупку, когда у нас произошла коррекция. Этот индикатор, в принципе, можно будет применить в том случае, если у нас здесь доминация биткоина упадет и засветится вот здесь у нас синяя точка. Мы, в принципе, как раз к этому и подходим, к вот этому знаменательному событию падения доминации биткоина. Доминация биткоина глобально зажимается в таком вот треугольнике, огромном глобальном на недельке. Видно то, что здесь у нас уже засветился индикатор на капитуляцию. Большинство капитулирует. Большинство здесь участников рынка капитулирует. И при падении у нас, по идее, должен здесь быть сигнал на покупку. Но его пока нету, потому что нету здесь падения. А нам важно увидеть это падение доминации битка, чтобы у нас росла, конечно же, альта. Вот как было примерно в прошлом цикле. Вот здесь вот у нас видно, что произошло сильнейшее падение. Здесь у нас была капитуляция и засветился индикатор на покупку. Это говорило о том, что нужно продавать альту. В принципе, вот так вот. Итак, по поводу индикатора. Ну, здесь его глупо применять, но все равно можно, в принципе, потыкать так, чтобы хотя бы образно что-то понимать. Кто-то скажет, а ты неправильно, нельзя его прям. Там вообще даже графики рисовать нельзя. Это наше просто воображение, то, что происходит. Итак, смотрим на прошлый цикл, что у нас было с доминацией биткоина. Я вчера с одним подписчиком общался. Смотрите, у нас уже, в принципе, все новости произошли на рынке. И Трамп президент, и биткоин резерв, там, короче, и XRP резерв. Уже все произошло. Полностью все события на рынке произошли. И 160 дней после халвинга битка, и халвинг произошел, и Hamster Combat, там сильнейшее было такое движение. Hamster Combat будет на рынке, будет альт-сезон. Notcoin кричали тоже, что будет альт-сезон при выходе Notcoin в мае. Никакого альт-сезона мы за этот период времени не видели. И я, конечно же, в этот альт-сезон сам не особо верил в тот период времени, потому как он происходит только под конец бычьего рынка. И как раз вот мы подходим уже к вот этим вот событиям. Тут у нас осталось два момента, которые должны произойти. Если мы их не увидим, если мы, в принципе, не увидим альт-сезон когда сбиваются вот эти вот два момента, все, расходимся, нас отымели, раком поставили, дрюк-дрюк-дрюк сделали, бабки наши забрали. И можно с этим будет смириться. Вот, какие события? Это события на доминации биткоина. Смотрим. Вот у нас халвинг, 2020 год и 330 дней после халвинга биткоина. Смотрим, 330 дней. Вот, 330 дней. И доминация биткоина начинает падать. По идее, если происходит 330 дней и падение, то мы уже должны были падать. Вот я точку ставил. Это у нас получается, смотрите, где у нас доминация. Так, халвинг 19 апреля и 330 дней, да? Вот, уже 340. Вот 330 дней у нас припадает на 15 марта. 15 марта мы уже должны были падать по доминации битка. Но фишка в том, что может быть такое, что цикл немножко растягивается, плюс-минус там на 1,5 месяца, да, то по всей видимости мы еще можем с этим смириться. И падение доминации биткоина мы можем увидеть где-то примерно 2-4 мая, вот так вот где-то примерно.
4 мая мы можем увидеть падение доминации битка. 5 мая там пускай. Вот в принципе мы уже должны падать по идее, но мы этого не видим. Пускай такое может быть, что, допустим, у нас цикл немножко растянулся. И здесь вот это вот событие могут протянуть до начала мая. Но мы уже должны были хотя бы начать движение по доминации вниз где-то с конца марта. Мы этого не видим. Доминация биткоина просто стоит в боковике. Вот с момента манипуляции мы стоим в боковике в диапазоне 61,5%. Туда-сюда, просто идет волна. Сильнейшее сопротивление у нас в диапазоне 60%. Вот здесь будет сильнейшее сопротивление. Или поддержка. Вот. Также, еще один момент. Вот мы можем посмотреть то, что в прошлом цикле доминация биткоина делает максимальную манипуляцию. Примерно 3 января 2021 года. Это у нас была как раз сильнейшая коррекция на крипторынке. И после этой манипуляции, спустя ровно 90 дней, начинает сильно падать. Вот у нас проходит 90 дней, и мы начинаем валиться вниз. Спустя 90 дней. Смотрим. У нас тоже была сильнейшая манипуляция, которая, конечно же, произошла 3 февраля. Мы это все прекрасно помним. У нас еще память не короткая. Вот. 4 мая. Я думаю, что 4 мая уже мы должны увидеть падение. Вот. 90 дней. 3 февраля происходит манипуляция. И 90 дней. Отсчитываем 90 дней. У нас как раз припадает это все дело на 4 мая. На 4 мая. Криптоэнтузиасты, 4 мая. Как раз это у нас все совпадает с тем случаем, что в принципе может быть такое, что цикл растягивается. На 1,5 месяца они растянули цикл. Потому как рынок уже стал более такой ликвидный, менее волатильный. Не так, как было в прошлом цикле, допустим. А рынок видно и так, что по чуть-чуть растягивают циклы уже. То в принципе основное событие по падению доминации биткоина мы сможем увидеть, наверное, в начале мая. Вот. Если мы не увидим падение доминации биткоина в начале мая, а опять же увидим какой-то боковой флэт, как вот здесь вот, или рост, или продолжение роста доминации битка, где-то сюда вверх, там 70% пускай. Ну блин, циклы тогда сломались. Это одно событие. Второе событие это 520 дней после халвинга биткоина. 520 дней после халвинга биткоина у нас пик бычьего рынка. И мы можем посмотреть то, что 520 дней после халвинга биткоина припадает на 28 сентября. Альтсезон у нас происходит обычно 3-4 месяца, иногда 5-6, потому как большое количество альты. И здесь мы видим, что альтсезон у нас происходил, вот допустим возьмем, да, до ноября. 200 дней. 200 дней у нас альтсезон. 200 дней у нас идет альтсезон. Если мы с вами, допустим, по доминации биткоина начинаем падать с мая месяца, то 200 дней у нас припадают примерно на 25 ноября. То в принципе логически подумать, по доминации битка мы должны начать падать в начале мая. Летом у нас должен быть рост и распределение до середины осени. Если мы не увидим этих событий летом, то, блин, циклы сломались. Циклы полностью сломались, и здесь что-то анализировать в дальнейшем нет смысла. Нету смысла на этом рынке, потому как уже не происходят повторения событий, ничего не происходит. Биток у нас уже поставил свой хай до халвинга биткоина. Альтсезон у нас не происходит. Спотовый биткоин ETF уже способствует сильнейшему оттоку капитала из биткоина и эфириума без альтсезонов. Все. Можно больше сюда в рынок это деньги не вносить. Тут уже не будет смысла что-то анализировать. Потому как у нас здесь все полностью будет сломлено. Все вот эти вот закономерности, они работать не будут. Вот у нас осталось два момента. Это начало мая. Мы должны увидеть примерно в начале мая падение доминации биткоина. Может это произойдет ранее, может это произойдет где-то в конце мая.
но где-то примерно в мае месяце. И, конечно же, завершение бычьего цикла это на сентябрь 2025 года. Но не может быть такого, что мы будем по доминации биткоина стоять до сентября. Это по временному интервалу просто-напросто не вписывается. Это не вписывается по временному интервалу. И здесь вот даже на метрике Stock to Flow у нас тоже будет здесь все в принципе сломлено. Пока что мы видим то, что у нас коррекция на метрике Stock to Flow. Что мы видим? У нас вроде бы как коррекция завершается. И мы видим намеки на разворот рынка. Вот такой вот крючок. Я надеюсь, что это не бычья ловушка, крючок, а действительно медвежья ловушка. Потому как мы можем увидеть здесь вот такое движение, как это было примерно в январе 2021 года. Вот здесь у нас тоже формировался крючок, а потом импульс роста и пошло распределение и эйфория с альт-сезоном в 2021 году. Аналогичная ситуация и здесь может быть. Мы можем увидеть здесь вот разворот рынка. Вот, многие здесь подумают то, что здесь у нас бычья ловушка и будут шортить. И мы увидим вот это вот распределение. И ушли выше, здесь распределяемся при цене битка где-то в диапазоне 130 тысяч долларов и альт-сезон. Это самый идеальный сценарий для крипторынка. Если мы этого не увидим, ну блин, вся цикличность сломлена, тут уже дальше что-то там анализировать, я думаю, что ну просто нет смысла. Нет просто смысла и... Ну, смысл тогда вносить в крипторынок деньги, если можно занести в банк и, блин, хранить деньги в банке под проценты, 15-16% и все. Ну, кто-то скажет, да, блин, национальная валюта, там инфляция. А посмотрите на Starknet. Смысл покупать Starknet, его стейкать по каких-то там 10%, если он падает за год он упал на 90%. Стейкинг даже минимальное количество не перекрывает там, ну, потери на этом Starknet. Это просто банальный скам и отъем денег у людей. И все. И все. В принципе, вот так вот. Что у нас касательно кошелька Трампа? 85 миллионов средств на балансе. Был такой вот у нас всплеск, в принципе, и все. По всей видимости, они что-то тут или разгрузили, или что они тут сделали. Кто знает, пристально следит за данным кошельком. И у кого какие мысли, интересно было бы вас услышать, пишите в комментариях под видео. Также монетка брокколи. Монетка брокколи. Вчера у нас было интересное движение на монетке брокколи. И у нас листинг на Binance. Это, по всей видимости, новая ликвидность. Инвестиций здесь нет, вестинга нету. Биржи, где она торгуется. Bybit, MEX, Gate, Binix. И, в принципе, за брокколи я снимал видео. Говорил, что, по всей видимости, это та самая монета, за которую говорил CZ. Да, это так и есть. И по всей видимости, когда она у нас залистится на бирже Binance, нужно будет ее шортить. Потому как, ну, блин, Binance это у нас выходная ликвидность. Дальше. Что по поводу битка мы с вами посмотрели. Золото. По всей видимости, идем обновлять вот этот вот хай, который был поставлен 18 марта. Золото коррекцию здесь уже сделало. Сколько у нас было коррекций? 5%. И, по всей видимости, идем на свой перехай. Потому как золото что-то сильно глобально направлено вверх. Без каких-то тут, блин, таких глубоких коррекций. Просто-напросто летим вверх. Что по поводу доминации стейблкоина USDT. На данный момент у нас здесь формируется такой вот себе медвежий флаг. И я думаю, что он у нас отработает все-таки вот сюда вниз, вот этот вот блок. И здесь уже будет завершение бычьего цикла. Это 2.6%. Что по поводу DXY? Давайте-ка мы посмотрим DXY. И DXY это тоже у нас важный показатель. По нему можно ориентироваться по поводу бычьего цикла. И где, конечно, покидать крипторынок. Мы видим с вами то, что мы его неоднократно разбирали. То, что здесь был в прошлом цикле, это 2017 год, сформирован 2017-2020 год.
был у нас здесь сформирован такой вот медвежий флаг. И был выход, вот у нас был пик бычьего рынка в 2021 году. Аналогичная ситуация у нас сейчас тоже рисуется. И здесь мы можем увидеть тоже формирование медвежьего флага. Я предполагаю, что у нас здесь будет выход с данного флага вниз. Мы можем свалиться в диапазон где-то 97 пунктов. Сильно низко в 92, я думаю, что мы не будем падать, а вот 97 мы можем свалиться. Протестировать нижнюю часть глобального канала. У нас есть здесь огромный глобальный канал. И здесь у нас вот будет пик бычьего цикла. В принципе, здесь у нас будет пик бычьего цикла. Мы уже как раз к этим событиям, по всей видимости, подходим. Сейчас мы локальный канал тестируем. У нас здесь есть локальный канал. Мы его тестируем. Сюда вниз направляемся. Ну, конечно же, сильно падать мы так быстро не можем. Только через какой-то отскок. У нас есть здесь еще такой вот локальный нисходящий канал. И мы сильно падали. Потом сходили в нижнюю часть канала. И видим то, что на данный момент идет направление в верхнюю часть канала. Ну, как говорится, падения без коррекции не бывает. Что у нас на недельке? На недельке мы можем увидеть то, что у нас здесь было сильное падение. По всей видимости, у нас вот это вот все падение отыграет на самом битке. По всей видимости, у нас будет здесь какой-то импульс роста по биткоину. Может быть такое может даже будет этот тот самый импульс роста в диапазон там 94 тысячи долларов на каких-то событиях. Здесь закреп и дальше будем расти. Хотелось бы, конечно, этого увидеть. Ну и тут нужно смотреть то, что у нас раз, два, 3 недели уже будет коррекции. Может быть такое, что у нас будет импульс роста по биткоину, потом задержка на 3 недели. И дальше, по всей видимости, тут будет продолжение падения DXY в диапазон ниже, чем 100 пунктов. Вот где-то вот сюда вот ослабление доллара. И здесь будет у нас как раз медвежий цикл начинаться по баксу. Ну а потом опять история будет повторяться. Мы пришли в нижнюю часть канала, потом будем возвращаться в верхнюю часть канала. И здесь у нас будет дно медвежьего цикла по криптоактивам. Где-то примерно на 26 год, на 27 год. Посмотрим, понаблюдаем. Но в принципе DXY выглядит неплохо. У нас здесь был восходящий тренд, теперь нисходящий тренд. Я думаю, что это все у нас дело отыграет у нас на биткоине. И крипторынок тоже у нас будет в этот момент расти. Также у нас здесь был сигнал на покупку на DXY, раз, два. Это было осенью 2024 года. И как раз когда здесь у нас было восходящее движение, я говорил, что будет, по всей видимости, коррекция на крипторынке. Я ее предполагал, но не выходил с крипты, а нужно было все-таки выйти. Потому как я не думал, что будет такая длительная затяжная коррекция на крипторынке. А нужно было все-таки выйти. Даже не обращая на то, что там идеальные какие-то точки входа по некоторым альткоинам. Можно было бы перезайти. Вот. Здесь у нас нету никакого сигнала на покупку пока. И это говорит нам о том, что по всей видимости у нас здесь падение еще не закончилось на DXY. В принципе вот так вот. Такие вот ожидания. Я думаю, что мы с вами доживем до интересного момента, когда у нас рынок перейдет в стадию эйфории. А это будет желтая стадия эйфории. И мы уже в принципе к этому всему делу приближаемся. Потому как если посмотреть по доминации биткоина, допустим, и отсчитать от 520 дней после халвинга биткоина и сегодняшний день у нас здесь получается сколько осталось? 185 дней, друзья. 185 дней осталось до завершения бычьего цикла. Если мы за 185 дней ничего не увидим, никакого роста, никакого движения, ну тогда все, расходимся по всей видимости. Вот. Осталось недолго. И я думаю, что мы должны до июня месяца уже увидеть какой-то конкретный движ на рынке. Особенно разворот на криптоактивах. Если мы не увидим до июня месяца разворот, то там остается вообще по временному интервалу просто сжатые сроки. Что там может произойти в эти сжатые сроки, непонятно. И здесь еще одно, То, что CZ выпускает постоянно посты какие-то такие хитрожопые. То, что типа, что у вас там, фома или не фома. Да какое фома? Какое фома, если монета Трамп просто-напросто забрала всю ликвидность на крипторынке? Если большинство альткоинов укаталось на
Минус 75% с декабря месяца. Какое может быть ФОМО? Я вообще не могу понять. Нету никакого ФОМа, CZ, нету никакого ФОМа. Где иксы такие, которые были в 2021 году? Мы этого не видели. За исключением несколько монет. Да, конечно же, может быть, монета Pepe выросла там. Ну, если посмотреть на CoinMarketCap, вот если мы откроем монетку на CoinMarketCap Pepe, вот так вот, открываем монету Pepe на CoinMarketCap, то здесь у нас получается за всю историю, смотрите, колоссальнейшие иксы. Просто колоссальнейшие иксы. Просто колоссальнейшие иксы. Просто колоссальнейшие иксы. Смотрите, миллионы иксов. Но это с момента торговли на DEX. Если взять, допустим, ту же самую Solana, да, она ушла, допустим, с 20 долларов на 200 долларов. Ну, биток там пошел на 100к. Ну, а эфириум, что он показал? Экосистема эфириума вообще ничего не показала. Вот у нас уже 58, да, уже идет обвал. Уже идет обвал на крипторынке. Какое здесь может быть ФОМО? Какое может быть здесь ФОМО? Смотрите, пока я записывал видео, у нас происходит вот такая вот шляпа. Ну какое здесь ФОМО? Да нету никакого ФОМО. Нету никакого ФОМО, и я не знаю, ну, ФОМО будет, если действительно у нас крипторынок продолжит расти в диапазон 100 тысяч долларов, на метрике Stock-to-Flow у нас появятся желтые точки, и альткоины будут расти, вот тогда будет ФОМО. А сейчас это просто-напросто засаживание, и все, и просто нас всех дрюкают. Вот это вот реалии на крипторынке. И кто-то там, может, и заработал на фьючерсной торговле, но прежде чем он заработал, он там, конечно же, и потерял. В принципе, вот так вот. Я думаю, что у нас, ну, смотрите, все просто потекло. Просто в моменте течет. Пятница, красная, ну... Какое здесь ФОМО? Я не знаю. У кого есть ФОМО, пишите в комментариях под видео. У кого есть какое ФОМО за счет крипты. За исключением пару человек, даже в комьюнити у меня там написало пару человек, что они заработали. Некоторые люди увидели 3 икса в декабре, они не пофиксировались, и сейчас у них опять просадка 50% на портфеле, может быть меньше процентов. Ну, пару человек там, да, вот один человек там заработал на Pepe и на битке. Он старичок 17 года, держал биток, на дне там покупал, он вышел с битка, и Pepe там забрал что-то там 5 или может быть 10 иксов. Все. Нету людей, у которых, допустим, есть какие-то там заработки, прибыли. Ну, есть еще люди, которые там лудоманят на фичах. Большинство там слили на фичах, у некоторых там что-то получается. Но это ж и козлику понятно, что на фичах ты не заработаешь. На дистанции ты всегда сливаешь. Ты хоть и заработал там какую-то 1000 долларов, ты не останавливайся, дальше начинаешь лудоманить. Приходит прекрасный момент, когда ты все сливаешь. Все. И ты потом начинаешь отбиваться. Вот для этого сделаны фичи. Ты что-то заработал в моменте. Следующую сделку ты опять хочешь зайти, заходишь на фичах в сделку следующую, и у тебя минус. Все. Тебе уже нужно отбиваться. И так до бесконечности. И эта нервотрепка съедает твои нервы, и ты просто-напросто стареешь и даже не замечаешь, что ты вообще ничего не заработал на этой фьючерсной торговле. Вот. А инвесторы все в просадке. Вот это вот реалии рынка. Но мы посмотрим. У нас осталось еще недолго, в принципе. Где-то примерно 200 дней осталось до осени. Если мы действительно здесь должны заработать, мы как раз заработаем в этот период времени вот эти вот 200 дней. Если мы не должны заработать, то мы здесь ничего не заработаем, а только потеряем. И это реалии. У кого какие мысли, пишите в комментариях под видео. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до связи и мирного неба.